Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебедский, это канал о ремонте и отделке. В предыдущих двух роликах я показал, как выровнять бетонное крыльцо. И следующий этап работ – это гидроизоляция. И в этом ролике вы увидите, как сделать гидроизоляцию бетонного крыльца своими руками, какой инструмент нужен для нанесения гидроизоляции, какую гидроизоляцию я буду использовать и для чего же она вообще нужна. Приятного и полезного вам просмотра! Инструмент. Из инструмента нам понадобится шпатель, один узкий, один широкий. Вместо широкого шпателя можно использовать металлическую терку, тут кому как удобно. Макловица или широкая кисть, в основном для нанесения гидроизоляции в углах, а для нарезки сетки понадобится малярный нож или ножницы. Ну а для замешивания гидроизоляции можно воспользоваться дрелью и венчиком. Для выполнения работ нам понадобится двухкомпонентная гидроизоляция на цементной основе и фасадная щелчестойкая стеклосетка высокой прочности. Перед тем, как нанести гидроизоляцию, необходимо тщательно увлажнить основание водой. Но основание должно быть ровным и крепким. Если вы не видели, как я выравнивал бетонное крыльцо и насколько оно было неровным, можете посмотреть предыдущие два ролика. Ссылка будет в описании. А если у вас получилось залить бетонное крыльцо ровно и с первого раза, то обязательно нужно либо щеткой по металлу, либо алмазной чашкой убрать цементное молочко. Ну а перед тем, как нанести гидроизоляцию, необходимо заранее подготовить стеклосетку. Сетку нарезаем с запасом, так чтобы по краям основания сетка выступала на 1 см. Для чего нужен этот запас, вы узнаете далее. Гидроизоляция поставляется в виде двух компонентов необходимой пропорции. В пластиковую емкость наливается одна часть компонента B, в него засыпаются 3 части компонента А. И с помощью миксера смесь размешивается до получения однородного раствора без комков и сухих участков. Время жизнеспособности раствора 60 минут, поэтому замешивать буду небольшими порциями. Смесь получается средней густоты. Но перед тем, как замешивать новую гидроизоляцию, необходимо очистить емкость от остатков застывшей гидроизоляции, так как она сокращает время жизнеспособности раствора. После каждого замешивания обязательно мойте венчик, просто потом вы его не отмоете. Гидроизоляцию лучше всего наносить по резиненных перчатках. И приступаем к работе. Перед тем, как приклеить сетку, сперва нужно нанести гидроизоляцию и, можно так сказать, прошпаклевать основание, практически на сдир, но не все сразу, а по частям. Так как я работаю на улице и процесс застывания гидроизоляции ускоряется, поэтому желательно работать быстро. Далее прикладываем сетку с выступом по краю в 1 см и опять наносим гидроизоляцию практически на сдир. И получаем первый слой гидроизоляции чуть больше 1 мм, что в общем-то соответствует рекомендациям производителя гидроизоляции. Так как первый слой гидроизоляции не должен превышать 2 мм. И благодаря сетке с этим справится даже новичок. Но это только первый плюс использования сетки. Так как гидроизоляция наносится в 2 слоя, и каждый слой нужно наносить в разных направлениях. Одна полоса готова, приступаем ко второй. Но так как вторая полоса узкая, то сетку желательно отрезать заранее, с учетом нахлеста на предыдущую полосу около 5 см. И удобнее всего сетку разрезать в рулоне. И в том же порядке наносим гидроизоляцию и приклеиваем сетку. К облицовочному кирпичу и к оштукатуренному цоколю я не делал никакого примыкания, а именно гидроизоляционную ленту, так как я после укладки плитки сделаю красивое и надежное силиконовое примыкание. С гидроизоляцией нужно работать очень аккуратно, а именно главное не вымазать стены. По времени проще и быстрее заклеить стены, чем потом отмывать их от гидроизоляции. Ну а пока вы смотрите процесс нанесения гидроизоляции, вкратце расскажу о плюсах сетки, для чего она нужна. Сетка состоит из стекловолокна, обработана специальной грунтовкой, которая обеспечивает щелчестойкость, а также улучшает адгезию ко всем материалам, применяемым при гидроизоляции и выравнивании там, где это требуется. После отверждения выравнивающих или гидроизоляционных составов стекловолоконная сетка образует армирующий слой, который предотвращает образование трещин, образующихся при деформации основания. Также сетка увеличивает устойчивость к температурным изменениям и, как уже говорил ранее, обеспечивает равномерное нанесение гидроизоляционных составов слоем одинаковой толщины в пределах 1-2 мм.
Первый слой гидроизоляции на площадке готов. Приступаем к ступеням и повторяем такой же процесс и также оставляем выступ сетки в 1 см по краю. Какая последовательность нанесения гидроизоляции? Сначала полностью сделаем горизонтальные плоскости, затем вертикальные, но можно и наоборот. Главное не затоптать первый слой пыльной подошвой. Уделите внимание еще и внутренним углам и тщательно промазывайте гидроизоляцией, чтобы после нанесения гидроизоляции на подступенок не было щелей, гидроизоляция тщательно склеилась между собой. Но по правилу, конечно, нужно еще и приклеить гидроизоляционную ленту, но я клею только там, где это действительно необходимо. А именно примыкание стен к полу, примыкание перегородок к основным стенам, такие как газоблок, гипсокартон, где могут появляться трещины. Но у меня это единая бетонная конструкция, образование трещин во внутренних углах сводится к нулю. Если смотреть на кольцо с торца, то я только что сделал первый слой гидроизоляции с правой стороны. Точно так же повторяем слева, а затем с торца. С торца сетку также выпускаем на 1 см по краю, а слева и справа делаем нахлест на сетку около 3 см. Какие рекомендации по работе с гидроизоляцией мапиластик? Не стоит применять мапиластик при температуре воздуха ниже плюс 8 градусов. Не нужно добавлять мапиластик в воду, заполнители или цемент. Гидроизоляцию нужно предохранять от дождя и случайного доступа воды в течение первых 24 часов после нанесения. И не следует наносить гидроизоляцию слоем более 2 мм за один проход. Первый слой гидроизоляции по горизонтальным плоскостям готов. Спустя 4 часа приступаем ко второму слою и наносим его в противоположном направлении относительно первого слоя. Кстати, второй слой гидроизоляции наносится гораздо быстрее и проще. Толщина второго слоя от 1 до 2 мм. Когда второй слой готов, то через пару часов можно обрезать выступающую сетку по углам. И для этого нам понадобится малярный нож. Желательно установить новое и острое лезвие. Делаем небольшой надрез, прижимаем лезвие к вертикальной плоскости и обрезаем сетку с гидроизоляцией по самому краю. Сетку по углам обрезали. Приступаем к нанесению гидроизоляции на вертикальную плоскость, ну или же подступенок. И повторяем все то же самое, как и на горизонтальной плоскости. Перед нанесением не забываем увлажнять, а также особое внимание уделяем внутренним углам. Кстати, если вы переживаете, что внутренний угол получится не герметичным, то можно дополнительно нанести гидроизоляцию по внутренним углам тонкой кистью. Также сначала делаем слева и справа по 2 слоя. Обрезаем лишнюю сетку и наносим гидроизоляцию с торца. Сетку обязательно нужно обрезать только после нанесения второго слоя.
На самой нижней ступени сетку отрезаем с запасом, но так, чтобы выступ сверху был 1 см, а снизу будем делать небольшой отвод воды в пределах 15 см. Но пока что просто загибаем сетку, но это нужно сделать очень аккуратно, так чтобы не разрезать сетку в углу. К этому кусочку сетки вернемся, когда полностью сделаем всю гидроизоляцию крыльца. Итак, что это за гидроизоляция и какими свойствами она обладает? Гидроизоляция Mapillastic – это двухкомпонентный эластичный состав на цементной основе для гидроизоляции и защиты цемента и бетонных конструкций. Применяется при внутренних и наружных работах для защиты оснований от воздействия воды на балконах, террасах, ванных комнатах и плавательных бассейнах. В продукте содержатся высококачественные полимерные смолы. При затвердевании Mapillastic становится прочным, водонепроницаемым и эластичным, даже при отрицательных температурах, выдерживая давление до 1,5 бар. Когда доделал первый слой гидроизоляции на подступенках по бокам, то осознавал, что второй слой я сделать не успею, так как дело идет к ночи, и решил не спешить и сделать второй слой на следующий день. А на следующий день с новыми силами доделал второй слой. Метод нанесения гидроизоляции, как и по горизонтальным плоскостям. Второй слой готов, но нужно подождать, пока гидроизоляция застынет, чтобы можно было обрезать торчащую сетку с торца. И приблизительно через пару часов обрезаем торчащую сетку, но так, чтобы не порезать гидроизоляцию на ступенях, и наносим первый слой гидроизоляции с торца. Нанесение гидроизоляции с торца ничем не отличается от боковых, но и также оставляем торчащую сетку на 1 см сбоку и сверху. Когда сделал первый слой гидроизоляции с торца, чтобы не терять время, доделал первый слой гидроизоляции на цоколе. Когда доделал первый слой гидроизоляции на цоколе, приступаем ко второму слою с торца. Второй слой гидроизоляции с торца готов, но сетку обрезать еще рано. Доделаем второй слой гидроизоляции на цоколе. Приблизительно через пару часов обрезаем выступающую сетку по углам.
Также делаем надрез, прикладываем лезвие к горизонтальной плоскости и обрезаем, но только аккуратно, чтобы не срезать гидроизоляцию на горизонтальных плоскостях. И получается герметичный и надежный внешний угол. Когда углы готовы и основная работа гидроизоляции закончена, приступаем к примыканию по бетонному основанию. Почему я оставил эту работу на потом? Все просто. Чтоб не ошибиться с количеством закупаемой гидроизоляции. И даже если ее не хватит, все равно можно приступать к укладке плитки, а потом по факту докупить гидроизоляцию и доделать. Но в моем случае мне повезло. У меня хватило гидроизоляции и даже немного осталось. Основание под сеткой желательно обеспылить и увлажнить, и эту гидроизоляцию наносим кистью в один слой, но если есть возможность, то можно и в два, но у меня ограниченный бюджет. Главное, чтобы не было щелей и сетка скрылась в слое гидроизоляции. Гидроизоляция крыльца и цоколя готова. Можно приступать к укладке плитки. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то обязательно ставьте лайки. Если что-то пропустил, то обязательно пишите об этом в комментарии. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там тоже есть что посмотреть. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Но на этом я с вами надолго не прощаюсь. Увидимся в следующем ролике.